Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я обещала вам выложить ритуал, попросить жилье у хозяина города, который для обычных людей. У меня есть такой ритуал для практиков. И был еще для обычных людей, которые, то есть для всех, на первом моем канале, который слили года 3 назад. И после этого я как бы не обновляла эти ритуалы. Они есть в моей первой книге. Но этот ритуал, он очень востребован, поскольку люди, которые делали, которые успели записать, они действительно купили дома, квартиры. Некоторым муниципалитет дал квартиры с условием, что они будут выкупать эту квартиру в течение 10 лет, но в любом случае это их квартира. Кто-то получил с работы квартиру, тоже с условием там работать 5 лет, и после чего эта квартира уже переходит в собственность. Ну, по-разному. Были даже случаи, где родственники просто скинулись и на день рождения людям подарили квартиру. Это молодые люди мне написали в восторге, в благодарности. В общем, вот такие вот случаи. И когда человек в голосовом сказала, что она делала этот ритуал, просить квартиру, то есть жилье у хозяина города, и ей дали муниципальное жилье с условием, что она может выкупить, все начали искать этот ритуал, но нашли только для практиков. Хочу вам объяснить, почему я изначально дала для практиков. Потому что люди должны понимать, что это тот случай, когда тебе за короткое время эту квартиру, это жилье не дадут. И не получишь ты с воздуха. Вообще любой ритуал, он требует вложений. То есть ты отдаешь силу, ты отдаешь энергию, ты работаешь, стремишься, но в отличие от других людей, твое стремление, оно может увенчаться успехом, поскольку силы, духи мироздания тебе помогают, покровительствуют. И поэтому я решила, что, может быть, и лучше, пускай остается только для практиков пока, чтобы люди понимали, насколько это серьезная работа. Но потом я дала для обычных людей. Есть ритуалы, которые можно дать и обычным людям, и как бы у практиков. Но у практиков, естественно, сильнее получается. Но это не означает, что любую работу можно дарить и обычным людям, и практикам одинакового типа. Нет, в основном это ритуалы желания, то есть получение денежных благ и так далее. Практикам обычно дают ритуалы, которые они проводят для других людей. Обычным людям обычно даются такие ритуалы, которые уже усилены настолько, что личной силы не нужно. В магии есть такое понятие, как инструмент. Вот, например, если тебе нужно что-либо починить, да, например, кран, ты пальцами выкрутить не можешь все эти шурупы, болты. Но если я тебе даю в руки инструмент, ты этим инструментом можешь починить. То же самое заговор. На личной силе вы не сможете провести и получить ничего, потому что у вас нет этой силы. Но если я вам даю в руки инструмент, то есть заговор, в котором есть ключи, в котором есть усиленные, то есть определенные слова, выражения, призывы древних духов, которых призывали издревле, то даже не имея особую силу, эти духи тебя слышат, подчиняются и помогают. Вот я вам в руки даю этот инструмент для того, чтобы вы могли получить жилье. Но есть определенные условия. Первое. Вы должны быть уверены, что вы хотите остаться в этом городе. Если вы зарабатываете в этом городе, чтобы купить в другом месте жилье, то этот ритуал не получится. Потому что вы должны хотеть именно здесь остаться.
Только тогда дух этого города, дух-покровитель, хозяин города вам даст жилье. Потому что ему нужно, чтобы вы жили из поколения в поколение и давали определенную энергию своего труда, своей жизни, да, этому городу. И взамен вам дает жилье. То есть вы просите, чтобы этот дух поселил вас из поколения в поколение в этом городе, а вы обязуетесь за это платить благодарностью, силой жизненной, то есть отдавать определенную добрую энергию этому городу. Поэтому, если вы хотите работать в этом городе, но получить жилье в другом городе, купить в другом, у вас этот ритуал не получится. Тогда вам придется идти в тот город и делать там этот ритуал. Понимаете меня? Далее. Второе условие. Вы должны проводить это хотя бы раз в неделю. Третье. У кого-то получится накопить на дом или получить каким-то чудом, и такие моменты бывают, может быть, в течение полугода, в течение года, у кого-то в течение 1,5 года, а кому-то, например, повезет ипотекой или большой кредит сможет взять и купить жилье и потом отдавать. А может быть, помогут родители по-разному. Но для этого нужно время, и вы должны понимать. Если вы проводите этот ритуал, одно дело липнет деньга к рукам или на быстрые деньги, это сразу продажи, сразу деньги, сразу клиентская база, звонки, заказы, это быстрые деньги. А здесь этот ритуал поспособствует тому, что у вас деньги начнут копиться, и вы сможете со временем приобрести жилье, как хотели. Но при этом вы должны делать и денежные ритуалы в совокупности. Итак, раз в неделю вы должны хотя бы раз в неделю делать этот ритуал. Ну, пропустите, ничего страшного, но нужно делать часто. Золотая свеча, сундук. Этот сундук только для этого используется. Теперь вы должны расплатиться с тем человеком, который вам этот заговор дал, только после того, как вы купили жилье. Вот как только вы купили жилье, вы должны отдать силам этой ведьмы откуп. Хотите отдавать, хотите нет. Никто не знает, никто за вами не будет ходить, вам напоминать. Я знать не знаю, сколько тысяч людей мои работы берут, используют, и у них получается. Они сами считают нужным это сделать. Если в тех ритуалах они сами решают лично человеку отдать откуп или ее алтарю, здесь лично ей отдается откуп. И еще раз говорю, только после того, когда вы купили этот дом. Но изначально сначала делаете этот ритуал. Некоторое время, когда чувствуете, что уже приближается к тому, что скоро вы купите дом, вы должны обещать. Вот уже вы почувствовали, что скоро вот уже почти вот сделка состоится. Вы должны обещать определенный дар. Золотой дар и серебряный. Вы обещаете, то есть это окончательная точка. Вы говорите, что если ты мне поможешь завершить это с добром и получить жилье, и если уже вот я подхожу к тому, что покупаю, скоро куплю, если ты поможешь ускорить это, и действительно, если все обвенчается успехом, я обещаю подарить такое-то, такое украшение и такое. Или изделие, как хотите, без разницы, но должно быть золотое и серебряное. И, естественно, когда вы пообещали, у вас очень быстро эта сделка состоится, после чего вы должны этому человеку отдать, от кого вы получили. То есть вы платите за этот заговор. Понимаете меня? Всегда издревле было так. Есть некоторые заговоры, где вы расплачиваетесь силами Вселенной своей положительной энергией. Я об этом уже говорила. Откройте «Плата за удачу», «Добро и зло». Там в этой лекции я все подробно рассказываю. Есть заговоры, в котором ты расплачиваешься роду этого человека, силе этого человека за то,
что этот человек дал вот такой вот заговор, такую работу, которая тебе помогает обрести жилье. Совершенно неважно, вы житель этой страны или приезжий, вы обретете это жилье. И за короткое время. Это уже не раз и не два проверено. И отдадите человеку откуп тогда, когда у вас все получится. Для этого вы берете сундук, золотую свечу. Хотя бы раз в неделю вы проводите этот ритуал. Раз в неделю относите столько монет, сколько вам лет, под дерево. И эту золотую свечу каждый раз нужно потушить. То есть эта свеча только для этого ритуала. Нужно потушить, положить в сундук. Потушите, положите в сундук и положите определенную сумму денег. Это должна быть, то есть бумажные деньги. Можете 100 рублей положить, можете 50, можете 1000. Это не важно, как вы хотите, как вы считаете нужным. Каждый раз, когда вы будете проводить этот ритуал, вы должны положить одну купюру. Вам самой потом будет интересно пересчитать и посмотреть, за сколько недель прочтения вы получили свое жилье. Вот эта сумма и золотое и серебряное изделие вы должны отдать той ведьме, которая вам этот заговор подарила. Вы можете не отдавать. Я еще раз говорю, никто за вами ходить не будет. Мы знать не знаем, кто сделал, кто провел. Но после того, как вы получили жилье, это считается откуп силам, ее алтарю и ей самой. И объясню, почему это нужно. Вы прекрасно знаете, что я не тот человек, который в чем-либо нуждается или нуждается в том, чтобы что-либо отдавали. Нет. Но вам нужно расплатиться для того, чтобы потом вы могли еще одно жилье купить, если вы хотите, и так далее. Если вы не расплатитесь этими силами, просто в следующий раз они вам не помогут в этом деле. Вот и все. Хочу вам сказать по секрету, дорогие друзья. Хоть и сапожник без сапог, но когда я решилась и поняла, что мне нужно уже конкретно жилье мое, я начала для себя выделять определенное время, чтобы провести. Я проводила не для практиков, а вот этот ритуал, который я вам дарю. То есть для практиков это я оставила для людей, с которыми я работала. Я проводила для себя вот ритуал для обычных людей. Хочу вам сказать, понятное дело, что я человек сильный, мне это дано, конечно, у меня быстрее сработало. После того, как я начала проводить, я сама откупилась от этих сил тем, что вот собирая эти деньги, я потом пошла, купила атрибуты для магии, для своего алтаря. Хотя могла этого не делать, но я решила следовать полностью тем канонам, которые я сама установила. Квартиру я купила, когда начала проводить, наверное, где-то через месяца 4. Дом и то быстрее. Как только я решила, что мне все-таки нужен дом, я обрела намного быстрее. Причем так уж получилось, что человек продавала, она нам действительно продала эти дома намного, наверное, 3 раза дешевле, чем она хотела бы продать. Хотя это не дешевые дома, я вам скажу, потому что здесь рядом прям от Москвы минут 20. Здесь огромный лес, лесополоса, то есть все блага цивилизации. Чуть подальше идет центры, супермаркеты и все такое. Но здесь такое ощущение, как островок, просто лес. Вот в лесу, в природе, рядом с Москвой эти дома. И, естественно, оно намного дороже было. Но так получилось, что совпало с этой пандемией и все такое. Ей нужны были срочно деньги. Она хотела купить своей внучке человека, в общем, апартаменты, все такое. Ей нужно было это продать. Тем более у нее не 1 и не 2 дома. И так все сложилось друг за другом, что
Ну, просто вот невероятно сложилось, что вот сейчас, например, за такую цену такой дом в жизни не купишь. А тогда ей просто было нужно. И она просто сама согласилась, захотела это. То есть продала намного меньше, взяв абсолютно новые дома, в принципе. Ну, это не важно. То есть, смотрите, вот случай приводит так все устраивается, что ты этот дом приобретаешь. Теперь смотрите. Сундук, куда вы каждый раз, когда проводите ритуал, должны положить определенную купюру. Когда-то 100, когда-то 50, когда-то 1000, как хотите. Это ваше решение. Не копейки, именно купюры. То есть не обязательно каждый раз одинаковую купюру класть туда. Золотая свеча нужно потушить гасителем или пальцами, смотря как вам удобно, лучше гасителем, конечно, спрятать. Закончится эта свеча, в конце агарок свечи отнесете, точно так же откуп поставите, там купите новую свечу и дальше будете читать. Это надо делать часто, пока у вас не получится. То есть все сделаете правильно, все получится. Когда получится, купите квартиру или дом. Если у вас останется эта свеча, зажжете, пускай догорит. Точно так же агарок свечи. Берете красное вино, столько монет, сколько вам лет, относите под дерево, благодарите. После берете, значит, находите или покупаете, или берете свои, может быть, старинные украшения, какие вы хотите. Золотое, серебряное украшение вместе с теми купюрами, которые накопилось. Это для алтаря и ей дар. Сделайте, в следующий раз будете делать опять ритуал, у вас получится снова второе жилье купить, может быть, земельный участок, может, дачу. Не сделайте, дух этого места больше не поможет. Просто вот этот дом останется вам и все. Просто объясняю вам, чтобы вы поняли. Так нужно. Есть вещи в магии, за которые нужно расплачиваться таким образом. И это ваше сугубо личное решение. Но только после того, как вы купите жилье, которое хотите. Только после результата в этом ритуале. Дальше. Я надеюсь, что вы все поняли, как и что нужно делать. Сундук вместе со свечой прячьте. Если кто-то увидит, ничего не говорите. Ничего нельзя рассказывать. Силу не потеряет, но рассказывать нельзя, даже близким людям. Вместе с сундуком надо отправлять. Хотите вместе с сундуком, хотите без. Здесь не принципиально. Читать нужно 6 раз. Открывайте окно и читайте, зажигая свечу. Любое время, день, ночь, не имеет никакого значения. Но желательно, когда сумерки, тогда сильнее слышится, потому что силы, духи активны, когда солнце садится, после заката. Начнем. Приветствую тебя, хозяин города, покровитель и управитель этого места. Ты управляешь духами этого города. Ты принимаешь в своем городе, кто тебе мил, одариваешь и селишь. Обращаюсь к тебе и заклинаю тебя неизреченным именем Тетраграмматон и силами 4 сторон – юга, запада, востока и севера, печатью солнца и печатью луны и чашей весов вселенской справедливости. Помоги мне, дух-покровитель города, посели меня в своем городе, и меня, и мои поколения. Будем жить здесь, работать во имя твоего города и славить тебя, и дарить тебе добрую силу. Благодарность и почет тебе, дух данного места. Прошу тебя, услышь и исполни. Заклято. Тетраграмматон – это один из самых древних имен Верховного Бога.
То есть того божества, который создал Вселенную, которого в разных культурах по-разному называют. Не христианского бога, а именно древнее божество. Еще раз. Приветствую тебя, хозяин города, покровитель и управитель этого места. Ты управляешь духами этого города. Ты принимаешь в своем городе, кто мил тебе, одариваешь и селишь. Обращаюсь к тебе и заклинаю тебя неизреченным именем Тетраграмматон и силами 4 сторон: юга, запада, востока и севера, печатью солнца и печатью луны и чашей весов вселенской справедливости. Помоги мне, дух-покровитель города. Посели меня в своем городе, и меня, и мои поколения. Будем жить здесь, работать во имя твоего города и славить тебя, и дарить тебе добрую силу. Благодарность, почет тебе, дух данного места. Прошу тебя, услышь и исполни. Заклято. В совокупности проводите ритуалы денежные. Они будут более сильно работать, потому что вам нужно, у вас есть цель, и они для этой цели будут работать усиленно. Еще раз, еще один совет. Этот ритуал пусть начинают проводить люди, которые уже на моем канале есть, хотя бы полгода. Если вы только зашли, этот ритуал вам не подходит, потому что для начала вы должны понять технику вообще всех моих ритуалов. Потом вы должны укрепить свою связь с силами денежными. Только после этого начать ставить более такие весомые цели и достигать их. Я надеюсь, все понятно. Проводите, и мало того, что после моих ритуалов, очень много голосовых я вам включала, что люди действительно реально приобретают дома. Вот это один из моих, скажем так, наверное, я даже не знаю, как назвать, самых больших, да, плюсов моей работы в том, что действительно люди приобретают дома, им помогают силы, начинают помогать. Но после проведения этого ритуала приобретение жилья для вас уже будет не мечтой, а совершенно реальностью. И очень быстро вас к этому приведут. А условия благодарить эти силы, я вам сказала, это уже на ваше усмотрение. Сделаете, не сделаете, больше они в этом направлении вам не помогут просто. Вот и все. Я считаю, что когда силы дают тебе твою мечту, ты должен быть благодарен, и ты должен понимать, что в следующий раз тебе снова придется обратиться к этим силам. Удачи вам! И каждому желаю приобрести свое жилье, свое гнездышко, потому что свой дом – это уверенность в завтрашнем дне. Всем удачи!